Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить очередной праздничный салат, который готовится очень быстро, просто. Если вы не подписаны еще на канал, обязательно подписывайтесь. Вам не трудно? Приятно. Мне нужно 1000 подписчиков, осталось совсем чуть-чуть. На YouTube, конечно. И поехали готовить. Итак, для приготовления нам потребуется крабовая палочка, либо крабовое мясо. Я думаю, разницы никакой нет. Крабовое мясо я беру побольше весом, для того, чтобы хватило на несколько блюд. И, соответственно, мне его также удобно резать, собственно, как крабовые палочки. Даже, наверное, еще удобнее, чем крабовые палочки резать. Салат готовится очень быстро. Нужно только нарезать ингредиенты, которые у нас готовы, помыты. Вот, все готово. При приготовлении крабового салата ни один краб не пострадал. Далее у нас огурчик свежий. Мы его тоже нарежем мелко. Ну, в моем случае ингредиенты меньше в плане количества и объема, потому что мне много готовить, во-первых, не надо. Потому что один только салат я тогда буду есть неделю. Поэтому я использую не полностью огурец, а, к примеру, там половинку огурца. Так, огурчик у нас тоже готов. Далее. Яйца. Ну, яйца я люблю резать вот так. Мне это удобней. Помню, раньше, с советских, по-моему, времен, было такое приспособление интересное с струнами. Туда кладешь яйцо, опускаешь вниз, струны обрезают яйца, и переворачиваешь, и снова опускаешь, и снова струнами обрезает. И получаются такие тоже маленькие дольки. Я встречал такой инструмент не так давно. Он производится в Китае и очень такого прям плохого качества. Я решил это не покупать, потому что струны там ослабевают. И, ну, сами понимаете, покупать на пару раз такое себе, выбрасывать деньги. Поэтому таким образом, конечно, удобней. У меня большая к вам просьба, если вы знаете какое-нибудь приспособление, похожее на резку яйца, то я буду вам очень благодарен, если вы мне скажете, где его найти, где его купить. Так, все мы нарезали. Добавляем кукурузу консервированную. У меня здесь половина баночки стандартной. Я, честно, не знаю, сколько у нее объем. Так, затем я сюда добавляю, точнее, намалю немножко перца, как всегда, душистого 4. И, конечно же, любимый домашний майонез. Я сюда к этому майонезу добавляю аджику. И тогда майонез еще более вкуснее. Он добавляет немного пряности ко вкусу. Пару яиц, огурец. Ну, наверное, все-таки цельный огурец. Ну, я уже добавлять не буду, ладно. 2 яйца, средний 1 огурец свежий, половина баночки или можно целую баночку кукурузы. И, наверное, грамм 100-150 крабовых палочек или крабового мяса. Так, ну вот, пожалуйста, у нас готово. Но мне хочется немного приукрасить салат и добавить немного вкуса. Соответственно, я добавлю сюда
красного сладкого перца. Во-первых, будет он красивее. И, во-вторых, наверное, еще и вкуснее. Так, я думаю, половинки нам более чем достаточно. Вот, наверное, вот так. Да. Размера приблизительно кукурузного. Вот такие маленькие дольки. То есть классический рецепт салата, крабового салата мы потихоньку превращаем в неклассический, усовершенствованный и, иными словами, современный салат на наш праздничный стол. Добавим для цвета, смотрите, вот как бесцветным образом говоря. И что сейчас? Красный цвет всегда украшает. И становится вот таким более красивым. Изобретать можно бесконечно. Я не шеф-повар, но годами вот так вот практикуюсь. Я думаю, скоро можно будет стать домашним шеф-поваром. Ну, опять же выражусь, домашним. Вот так вот более красиво становится. И что я, наверное, еще сделаю, это я порежу укропчик для красоты. То есть я сейчас положу в салатницу и украшу укропом и, конечно же, луком зеленым. Давайте теперь его украсим. Вот. Немножко. И чуть-чуть. Ну, наверное. Вот получился у нас вот такой интересный салат. Обычный крабовый салат. Классический рецепт. Единственное, что я немножко для красоты и для вкуса добавил сладкого болгарского перца. Немножко приукрасил укропчиком и репчатым и зеленым луком. Собственно, вот получилась вот такая красота. И с вашего позволения я немного продегустирую. Как и ожидалось, получился очень вкусный салат. И самое интересное, что сладкий перец, он добавляет немного сладости. И салат приобретает интересный такой еще сладковатый вкус. Майонеза специально положил всего лишь 2 ложечки на такой объем, чтобы он не перебивал. А майонез вместе с аджикой, кстати, смешан, чтобы он не перебивал вкус кукурузы и сладкого перца в данном случае. В общем, получился вот такой вот интересный салат, который готовится буквально за 5 минут. Не нужно ничего варить, не нужно ничего заранее готовить, кроме только яйца, которое варится всего лишь 10 минут вкрутую. Вот и все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, пишите комментарии, может быть, какие-то советы или вопросы. Я буду вам очень рад. Спасибо, приятного аппетита, всего доброго, счастливо.